Зимой 1936 года 7 гусеничных тракторов совершили легендарный снежный поход по труднопроходимым районам Якутии, преодолев более 1500 километров при температуре до минус 60. Они доставили жителям таежных поселков 115 тонн жизненно важных грузов, доказав свою надежность и выносливость в экстремальных условиях. Это были тракторы «Сталинец-60». Друзья, всем привет! Сегодня мы снова погрузимся в историю советского тракторостроения и вспомним трактор С-60. В конце 1920-х годов Советский Союз нуждался в надежной тракторной технике. К этому времени были разработаны отечественные тракторы «Запорожец», «Гном» и «Карлик». Они отлично справлялись с работой в малых хозяйствах, но в большую серию не пошли, так как у советского государства было свое мнение на этот счет. Малый трактор значит кулацкий. Не место малым моделям там, где идет коллективизация. Поэтому предпочтение отдали полноразмерным машинам. В Ленинграде был налажен выпуск тракторов «Фордзон-Путиловец», копии американского «Фордсон-Ф». В Запорожье производился трактор «Коммунар», прототипом которого стал немецкий «Ханамаг». В 1929 году появился прототип трактора «Универсал», совместная разработка ГАЗа и американских инженеров. А в Харькове готовились к серийному запуску трактора СХТЗ-1530, лицензионной копии американского International Harvester. Темпы коллективизации нарастали. Появлялись крупные сельскохозяйственные объединения, которые требовали более мощных тракторов для возрастающих объемов работ. Поэтому в 1929 году было принято решение о строительстве тракторного завода в городе Челябинск, а 10 августа 1930 года состоялась закладка его первого кирпича. Одновременно с проектированием завода велась работа над созданием нового трактора – «Сталинец-60». Главный вопрос, стоявший перед государственной комиссией, заключался в выборе прототипа для будущей машины – американский Caterpillar 60 1925 года или советский Коммунар, созданный на базе немецкого трактора Ханамаг 1921. После детального обсуждения за основу был взят американский трактор, на тот момент считавшийся одним из лучших в мире. Caterpillar 60 был разработан CL Best Tractor Company в 1919 году и изначально назывался Best 60. Этот трактор был самым успешным в модельном ряду Best. В 1925 году произошло слияние Best Tractor Company и Holt Manufacturing Company, в результате которого была образована Caterpillar Tractor Company, а трактор Best 60 был переименован в Caterpillar. За все время производства с 1919 по 1931 год было выпущено почти 19 тысяч таких тракторов. Перед началом проектирования советские инженеры полностью разобрали Caterpillar, тщательно изучили его конструкцию и документацию, перевели все размеры из дюймовой системы в метрическую, адаптировали детали под отечественные марки стали, упростили некоторые элементы конструкции в связи с трудностью их производства в условиях СССР и разработали чертежи теперь уже советского трактора С-60. Первый «Сталинец» собрали 15 февраля 1931 года. По габаритам он заметно превосходил все существующие на тот момент советские трактора. Длина 4 метра, ширина 2,4 метра, масса трактора колебалась в пределах от 9,5 до 10 тонн. Сердцем трактора стал 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с жидкостной системой охлаждения мощностью 60 лошадиных сил. Его рабочий объем был почти 18,5 литров, диаметр цилиндра 165 мм, ход поршня 216. Характерной особенностью двигателя было раздельное крепление цилиндров к картеру. Каждый цилиндр устанавливался отдельно и имел собственную головку. В качестве основного топлива использовался лиграин – тяжелый бензин, применявшийся в сельскохозяйственной технике того времени. Для запуска двигателя использовали обычный бензин. Объем основного топливного бака составлял 390 литров, бензобака для запуска – 16 литров. Система зажигания была выполнена на основе магнета. Трансмиссия трактора была предельно простой – 3 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения составляла 5,9 км в час. При такой скромной динамике машина отличалась высокой тяговитостью, что и было ее главным достоинством. Ходовая часть С-60 включала 2 тележки, в каждой из которых было по 5 опорных катков. Каждая тележка имела по 2 поддерживающих ролика, катки были жестко закреплены на раме.
Направляющие колеса, так называемые ленивцы, оснащались пружинным механизмом натяжения гусеницы. Поворот осуществлялся с помощью бортовых фрикционов, а торможение – ленточными тормозами. Сталинец был настоящей универсальной машиной своего времени. Изначально разработанный для сельскохозяйственных работ, он быстро нашел применение и в других отраслях – на стройках, в лесозаготовке и в военной промышленности. Благодаря высокой мощности, надежности и отличной проходимости С-60 стал одним из символов индустриализации и коллективизации 1930-х годов. К концу 1934 года с конвейера Челябинского тракторного завода сошел уже 10-тысячный экземпляр. Машины этого типа использовались во всех регионах Советского Союза, но свою известность получили благодаря работе в экстремальных условиях. Осенью 1935 года караван судов, двигавшийся по Северному морскому пути с жизненно важными грузами для Якутии – мука, сахар, горючее, оборудование – был застигнут ледоставом в устье реки Лены. Два парохода «Партизан Щетинкин» и «Пятилетка» с 8 баржами оказались скованы льдом, и сотням людей в таежных поселках грозил голод. Для вызволения грузов из ледяного плена было решено организовать наземную экспедицию на тракторах Челябинского тракторного завода. Экспедиция стартовала зимой 1936 года. В феврале колонна тракторов добралась до застрявших судов, сняла с них грузы и повезла на прицепах и санях в населенные пункты. За 16 ходовых дней тракторы преодолели 1700 километров при температурах до минус 50, минус 60 градусов и доставили якутянам 115 тонн жизненно важного груза. Все машины при этом остались в рабочем состоянии и затем были переданы Севморпути для дальнейшей эксплуатации. Еще одна гуманитарная экспедиция с участием С-60 была организована зимой того же года. Горный поселок Мургаб, расположенный в труднодоступном районе Памира, Восточный Таджикистан, оказался в тяжелом положении из-за непогоды и снежных заносов. Для спасения его жителей снарядили экспедицию. Несколько гусеничных тракторов прошли через заснеженные перевалы, доставив продовольствие и необходимые товары в Мургаб. Всего за период производства Челябинский тракторный завод выпустил около 69 тысяч машин модели С-60. Последние тракторы с лиграиновыми двигателями сошли с конвейера в марте 1937 года. Отдельно можно выделить газогенераторные тракторы «Сталинец». В 1936 году в Челябинске появилась специальная КБ под руководством Якова Васильевича Мамина, которая внедрила в производство генератор Декаленкова и адаптировала его для трактора С-60. Газогенератор – это специальный агрегат, в который загружались дрова или древесные брикеты. Они сгорали при недостатке воздуха, в результате получался так называемый генераторный газ – смесь окиси углерода и водорода. Этот газ подавался в цилиндр двигателя вместо топлива. Для заправки газогенераторного трактора использовались деревянные чурки размером 5-6 см. Недостатками таких установок были их большие габариты и масса. При этом мощность двигателя при работе на генераторном газе снижалась примерно на треть по сравнению с обычным топливом. Такие тракторы были востребованы там, где жидкое топливо было в дефиците, а древесина в избытке, например, на лесозаготовках. Всего было выпущено 264 газогенераторных трактора «Сталинец-60». Сегодня память о тракторе С-60 хранится в музеях, на постаментах и в учебниках истории. Первый серийный экземпляр установлен у главной проходной Челябинского тракторного завода. На мемориальной табличке сказано: первый трактор С-60 установлен 1 июня 1983 года в честь 50-летия завода. Трактор «Сталинец», по сути американец с советским паспортом, за годы верной службы стал родным в нашей стране. Пусть он со временем и уступил место более современным моделям, именно он заложил инженерную и производственную базу для следующего поколения тракторов. На этом на сегодня все. Спасибо, что заглянули. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!